Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где вы можете найти ответы на любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои, ритуалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. И, конечно, как всегда, помните, что все в ваших руках. У вас всегда есть выбор. Только вы выбираете ваши мысли, ваши эмоции и действия, и, соответственно, выбираете то, что с вами происходит. Иногда вы это делаете осознанно, а иногда нет. Вот когда вы делаете это осознанно, вы берете под контроль свою жизнь, берете под контроль то, что с вами происходит, и, соответственно, можете притягивать те события и ситуации, которые вы хотите. Вещи, люди, события, ситуации, то, что вот вокруг вас притянуто вами, даже если вы в это не верите. Это вселенские законы, которые, к счастью или к сожалению, обойти невозможно. Сейчас, как и каждую неделю, прогноз на неделю, основное, на что обратить внимание, коротко и четко. Почему коротко? Потому что каждую неделю, каждый день я выпускаю карту дня, плюс каждый день выходит видео на какую-то тему, где вы можете получить ответы на свои вопросы. Сейчас стихия огонь, знаки зодиака Овны, Львы и Стрельцы. Помните об акценденте. Акцендент влияет на ваше состояние и восприятие, соответственно, акцендент влияет на ваши мысли и эмоции, поэтому всегда говорю, смотрите свой знак зодиака и знак зодиака вашего акцендента. Ну а сейчас, как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и обязательно улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок даст вам Вселенная, высшие силы, Господь, мир, космос. Кто из вас во что верит? Ну и, конечно, те, кто досмотрит видео до конца, 3 карты на исполнение желаний. Я начинаю с овнов. На что овнам обратить внимание в ближайшую неделю? Обратите внимание на все, что вы будете начинать в ближайшую неделю. Это будет успешным. Вам все будет даваться. Смотрите, я вижу, что легко, но ваше восприятие, ваш выбор, как вы будете относиться к тому, что будет происходить в ближайшую неделю, и будут формировать результаты. По этой карте прекрасно начинать бизнес, по этой карте прекрасно начинать учебу и прекрасно начинать что-то новое и учиться чему-то новому. Также могу сказать, что для тех, кому нужна будет помощь, есть очень, можно сказать, ответственный и знающий человек. Это может быть как для работы, карьеры, бизнеса, так и для здоровья. По межличностным отношениям девочки, у некоторых из вас вы почувствуете контроль. Смотрите, из-под контроля выходить надо мудро и не скандаля, и не предъявляя претензий, и не начиная обвинять, потому что вот это все, что я сказала, может только навредить. Будьте мудры и, соответственно, сохраняйте свою свободу и ставьте свои границы. Только красиво, нежно и ласково. Вот это основное для овнов.
Львы. В ближайшую неделю будет больше тайн, чем раскрытий, говорит эта карта. Не старайтесь и не нервничайте, если вы не сможете быстро найти ответы на какие-то вопросы. Ваши нервы и ваш стресс только отдалят решение задач. Будет вам казаться, что вы должны начать что-то делать в полном неведении, что же вам делать. Вот в этой ситуации могу сказать, что глаза боятся, а руки делают. Просто начинайте двигаться, начинайте что-то делать для решения задач, которые будут стоять перед вами. Ну, а в основном, знаете, что тайные секреты, информация, которую мы ищем, всегда приходит к нам. И это зависит от нашего состояния. Ваш страх от неведения, ваша хватка, если вы будете хватать ситуацию и вот ждать, вы тем самым отдалите те открытия, те ответы на вопросы, которые будут перед вами стоять. Ну, а так, вот насколько я чувствую и вижу это, немножко терпения. Ну, вам терпение не занимать, вы любите выжидать. Для вас это не овны, которые все хотят сразу и вчера. Вы все-таки обладаете большим терпением. Вы, кстати, обладаете наибольшим терпением из всех знаков стихии огонь. Смотрим, на что основное обратить внимание стрельцам. Обратите внимание на то, чему вы учитесь. Учеба будет очень приветствоваться высшими силами в ближайшую неделю, поэтому старайтесь поглощать как можно больше информации в ближайшую неделю, и это поможет вам именно в будущем, поможет вам решать какие-то задачи, идти вперед и достигать успеха. Для тех, у кого роман на расстоянии, пока что в ближайшую неделю я не вижу встреч, вижу большое количество общения именно в соцсетях и в интернете. Так что терпение, ну тут терпение тяжело для стрельцов, но нужно терпение и, соответственно, нужны какие-то действия для встреч, для тех, у кого роман на расстоянии. Ну, а кто будет производить эти действия, решать только вам. Кстати, покупка электроники в ближайшую неделю будет тоже успешна. Вот все, что связано с компьютерами, с электроникой, с соцсетями, с интернетом, все будет спориться и будет успешным в ближайшую неделю. Ну, а теперь совет для стихии огонь, на что обратить внимание. Смотрите, я вот потому что я смотрю, у вас будут переломные моменты у каждого из знаков зодиака, будут какие-то переломные моменты в ближайшую неделю, и будет много важного для вас происходить, потому что я смотрю, и у меня у каждого знака зодиака старший аркан. Старший аркан это значит, что вы под присмотром Вселенной. И если действительно нужна какая-то помощь от Вселенной, просите. Правильно просите, не забывайте благодарить. И все ваши вопросы, все ваши просьбы будут адресованы и будут отвечены. Тут карта говорит, что для всех знаков зодиака стихии огонь, скорее всего, придется больше рассчитывать на самих себя и меньше рассчитывать на других в
продвижении. Также у вас будет такое количество общения, это может проиграться так тоже, что вам захочется побыть в одиночестве и просто побыть наедине с собой. Главное с этим не переборщить. Опять же, если вы чувствуете себя одинокими, то эта карта говорит о том, что вам надо просто больше открыться миру и открыться людям. Откройтесь прежде всего себе, потом откройтесь людям, и тогда у вас не будет этого чувства одиночества. Вот как-то так. Ну что, загадывайте желание. И мы посмотрим, что же с вашими желаниями произойдет в ближайшую неделю. 3 карты на исполнение желаний. Формулируйте желание правильно, ведь от формулировки зависит очень многое. Ну что, овны, не волнуйтесь. Не волнуйтесь, концентрируйтесь на результате, потому что ваше волнение это страх. А страх только отдаляет исполнение желания. Уберите волнение и страх, настройтесь на результат, и ваше желание исполнится. Львы, ищите знаки. Вот вам придется подождать. Вот тут для вас еще не открывается, ведь это еще один совет по вашей карте, которая вам выпала на неделю. Ищите знаки. Вселенная, высшие силы всегда посылают нам знаки. Иногда, разговаривая с кем-то, человек произносит определенную фразу, и у меня в голове как будто, знаете, как щелчок. Я думаю, вот так же все просто. Одна фраза. Человек же сам не понимает, он говорит мне что-то свое, а я в этом вот таким образом тоже Вселенная может давать знаки. И найдя знак, ваше желание исполнится. Ну и стрельцы, а вот вам перефразировать. Неправильно вы сформулировали свое желание, и, соответственно, пока вы не решите точно, или это ваше желание, пока вы точно не сформулируете так, как должна быть формулировка желания, желание или не исполнится, или может исполниться не так, как вы этого хотите. Вот такая неделя идет у огоньков. Ну а я вам всем желаю, как всегда, счастья по умолчанию. Это включает в себя все. И как всегда помните, счастье не зависит ни от чего, что находится вокруг вас. Счастье – это состояние души. Ему можно научиться, его можно культивировать. Помните об этом. И тогда у вас всегда будет белая полоса. Чего я вам, собственно говоря, и желаю. На сегодня все. С вами была Женя. Увидимся очень скоро. Я люблю вас, мои дорогие. Пока.